Всем привет! В этом видео я расскажу немного о жизни цифрового кочевника в Малайзии. Последние несколько месяцев я путешествовал по этой стране. И пока путешествовал, мне пришла такая мысль. Сделать обзор на тему мест, городов, которые я посетил, в плане доступности, транспорта, стоимости жизни, качества интернета и так далее. А также вообще немного о моих впечатлениях от этой страны, что может быть довольно интересно для других людей цифровой профессии, которые путешествуют по Юго-Восточной Азии и, возможно, рассматривают Малайзию как место для жизни. Я начну с Куала-Лумпура, а затем покажу вам и другие города Малайзии, потому что я объехал на автобусе почти всю западную часть полуострова. Кстати, автобус в Малайзии очень удобный и дешевый способ передвижения. Итак, Куала-Лумпур. Яркий современный мегаполис, его еще называют город садов и огней. Это очень зеленый город. Здесь действительно приятно находиться, что редкость для большинства крупных городов. В плане стоимости жизни достаточно легко найти квартиру за $700-800 в месяц. Добраться можно в любую точку города на такси, автобусе или метро. Очень быстрый интернет, до 500 мегабит в секунду, отдельный плюс для цифровых кочевников. На выходных я решил посетить необычное место. Здесь, в Куала-Лумпуре, пещеры Бату. Здесь, в скалах, есть невероятные пещеры, а в них индуистский храмовый комплекс. Сначала я поднимаюсь по этой вот лестнице на самую вершину ко входу в пещеру. Смотрите, какой отсюда открывается вид на город Куала-Лумпур. Обезьяны здесь вообще ничего не боятся. Просто чилят. Wow, sejuknya. Oh, Bang ya. Я внутри пещеры. И здесь удивительным образом сочетаются рукотворное искусство и природная красота. Да, это место очень древнее. Достаточно взглянуть на эти сталактиты, чтобы понять, что этому гроту миллионы лет. Не думаю, что можно много о нем рассказать. Лучше всего увидеть самому. И вот я уже направляюсь к выходу из пещеры. Не знаю, связан ли с храмом как-то тот факт, что по пути я видел просто невероятное количество птиц. Или это просто потому, что туристы их здесь подкармливают.
Кстати, со здешними обезьянами тоже не все так просто. Недалеко от храма птиц есть статуя бога Ханумана, которого всегда изображали в виде обезьяны. Это персонаж индийского эпоса Рамаяна. Если хотите узнать больше об этом, можете заглянуть в пещеру за статуей, но я туда уже не пойду. Пожалуй, даже большее впечатление на меня произвели даосские и буддийские храмы в Куала-Лумпуре и его окрестностях. Например, вот этот храм Тяньхоу основан потомками переселенцев из китайской провинции Хайнань и посвящен морской богине, что неудивительно, учитывая, что жизнь этих людей исторически была связана с морем. А вот буддийский храм, расположенный возле горного курорта Гентинг Хайлендс, в 20 километрах от Куала-Лумпура, одно из самых красивых мест по пути моего путешествия. Мой следующий пункт назначения – Малакка, небольшой город у моря с колониальной историей. Город очень туристический. По части жизни здесь стоимость аренды, если и ниже, чем в Куала-Лумпуре, то не намного. Интернет стабильный. Из мест мне больше всего понравилась набережная реки, там очень живописно. Улицы старого города Малакки тоже хороши, там много старинных зданий в китайском стиле, музеев и храмов.
Из Малакки я направился на север. Туда, где в горах прохладный климат и выращивают чай. Это Нагорье Камеруна. В горах сложно с транспортом. Бывает не просто найти такси. Так что мне пришлось много ходить пешком. Зато посмотрите, какие виды. Я подъезжаю к Ипо, столице штата Пирак. Здесь необычный карстовый ландшафт. А еще здесь снимали сцены из фильма «Кибер» в оригинале Black Hat. Повсюду вот такие скалы. А вот так выглядит ночной Ипо из окна моего отеля. Вообще, здесь довольно много интересных мест. Например, парк в джунглях. В долине, куда можно добраться только по воде. На лодке. Здесь не так уж много людей, и можно почувствовать атмосферу Юго-Восточной Азии, которую не найти в других переполненных туристами местах. Или вот это карстовое озеро, его называют зеркальным. К нему можно добраться из Ипо на Грабе. К сожалению, по его берегам не погуляешь, вокруг отвесные скалы. Вообще в Ипо все довольно удобно в плане жизни, не скажу, что дешево, по крайней мере, судя по ценам на Airbnb. Но зато здесь очень много недооцененных мест, несмотря на то, что Ипо не самый туристический город. Одно из лучших мест я оставил напоследок. Это остров Пенанг. Это место называют по-разному. Жемчужина Востока и даже Восточная Кремниевая долина. Это небольшой, но развитый индустриальный торговый туристический центр. Столица город Джорджтаун, объект наследия ЮНЕСКО. Когда-то здесь была первая британская колония в Юго-Восточной Азии.
Здесь я наряду с современными зданиями, торговыми центрами видел такие уникальные места, как старый причал. Поселение китайских кланов на сваях на воде у моря, которым уже больше века. Поскольку Пенанг – одно из самых посещаемых туристами мест в Азии, жить здесь дорого, едва ли не дороже, чем в Куала-Лумпуре. Ну вот и все на сегодня. Если бывали в Малайзии, поделитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. До встречи, всем пока.